Здравствуйте, родители! Сегодня мы поговорим о кашле. Особенно о влажном кашле, который возникает во время прорезывания зубов. Очень часто ребенок начинает кашлять сначала понемногу, с утра, позже, по нарастающей кашель усиливается. Особенно когда малыш ложится спать, то начинается усиленный кашель, он не может спать, он очень беспокоен. В ночное время нарастает симптоматика кашля. Но вы должны знать, что влажный кашель во время прорезания зубов, он не опасен. И он самостоятельно за 1-2 дня проходит и никакого лечения не требует. Просто вы должны грамотно отличать влажный кашель при прорезании зубов и опасные симптомы кашля, которые необходимо немедленно лечить. Почему он возникает? Возникает влажный кашель при прорезании зубов, потому что, опять же, активно работают все железы. Железы ротовой полости, железы носоглотки. Они выделяют секрет разный по ферментативной активности. И не все дети откашливают этот секрет. Большинство из них проглатывает, что влияет на желудочно-кишечный тракт. Я рассказывала, что может вызывать понос. Но также некоторые из них аспирируют его, вдыхая эту слизь, и вызывает рефлекторно очищение легких, рефлекс откашливания. То есть, по сути, откашливается лишняя слюна, которая выделилась при прорезывании зубов, и это никакая не мокрота, которая возникает в бронхах, и вы сами увидите, что этот кашель очень редкий, не сопровождается отделением мокроты, в крайнем случае, если ребенок вдохнул и большое количество слюны попало в дыхательные пути, и возникает в положении лежа. То есть, когда ребенок ложится, то по задней стенке глотки стекает большое количество слизи и вызывается кашлевой рефлекс. Если же у ребенка появился кашель, чаще всего сопровождающийся хрипами или одышкой, снижением аппетита или его полным отсутствием, изменением поведения ребенка, вялостью и мокротой густой, иногда она отхаркивается, иногда нет, и когда ребенок делает вдох, просто родители слышат клокочущие звуки, то этот кашель, естественно, не связан с прорезанием зубов, это кашель, вызванный бактериальной вирусной инфекцией, и необходимо обратиться к доктору и начать немедленное лечение. Значит, мы запомнили, что влажный кашель при прорезании зубов не опасен, и через 1-2 суток он проходит. Лечения никакого не требует. Итак, дорогие родители, мы повторим, что температура при прорезывании зубов не опасна до определенных цифр 38,5 без негативной патологической симптоматики, о которой мы говорили в предыдущих видео ответах, и мы помогаем ребенку парацетамолом. Понос, насморк и влажный кашель мы не лечим, либо помогаем ребенку освободить дыхательные пути с помощью аспирационной игрушки, очищая носовую и ротовую полость. Следите за вашими детьми, помните об опасных симптомах и знайте, как вы можете помочь вашему ребенку. Спасибо за внимание, будьте здоровы!